Здравствуйте! Сегодня главный герой нашего видео — это шутер от первого лица, который является одним из представителей линейки игр Resistance. Игра была разработана компанией Nihilistic Software и издана Sony Computer Entertainment в мае 2012 года, специально для портативной консоли PS Vita. Компания Nihilistic была основана в марте 1998 года Рэем Греско, Робертом Хьюберном и Стивом Титце, которые ранее работали в LucasArts. В багаже компании до выхода сопротивления числились такие игры, как Вампир, Marvel Nemesis, Conan, Zombie Apocalypse и Герои PlayStation. Несмотря на то, что компания была не новичком в мире игр, все же Resistance получила смешанные отзывы игроков по данным сайта Metacritic. Обобщив, можно сказать, что игра не зашла и была благополучно забыта, а компания, в последующем выпустив не менее провальный хит, самоликвидировалась. Но это другая история. Итак, в игре мы управляем персонажем Томом Райли, пожарным, который сражается с химерами, нагло вторгшимися в нашу песочницу, и попутно пытается спасти свою семью. Действие разворачивается на восточном побережье Соединенных Штатов. Мы вместе с сотоварищами прибываем на пылающую электростанцию, и тут вместо тушения пожара мы окунаемся в мир насилия и борьбы с инопланетными захватчиками, попутно спасая из пламени своих коллег. Далее нас ждет знакомство с персонажем по имени Элли Мартина, с которой мы всю игру будем испытывать смешанные чувства. Коснемся немного геймплея, так как сюжет по сути нам становится неинтересен, и мы хотим верить в то, что геймплей сможет вытянуть эту игру. Но сразу же возникает много вопросов, начиная от заставок, которые невозможно пропустить, заканчивая однообразностью миссий. Хотя, если брать в расчет, что Resistance является первым FPS-шутером для портативной консоли, то ему можно простить многие косяки. Линейность игры постоянно витает в воздухе, и предсказуемость миссий и сюжетных поворотов перестает удивлять, но визуальные эффекты на меньшем экране выглядят почти на одном уровне с PlayStation 3. Открытые пространства в этой игре роскошь, поэтому разработчики берегут их для самых вкусных моментов, а 80% игрового времени мы будем бегать по складам, базам и другим помещениям. Миссия на мосту, когда мы виртуозно свалились с вертолета, заставила вспомнить другой эксклюзив, на этот раз с PlayStation 2. Это игра Black, и точно такая же миссия на мосту, только там были террористы, а здесь пришельцы. Но система укрытий нас спасает в обоих случаях, так что мы, отстреливаясь, пробираемся через толщу трупов пришельцев. По мере приближения к кульминации игра становится все более повторяющейся и также серьезно испытывает наше терпение, поскольку Nihilistic вводит врагов с более мощным оружием. Тем не менее, динамичная однопользовательская кампания подчеркивается мощным и разнообразным набором оружия и сетевой многопользовательской игрой. Если вспомнить об оружии, то игрокам представляется арсенал из 8 пушек, пожарного топора и 2 типов гранат для использования на протяжении всей кампании. У каждого пистолета есть дополнительный режим стрельбы, который можно активировать с помощью сенсорного управления. Сенсорный экран также используется для броска гранат и операций с топором. Кроме того, двойное нажатие на заднюю панель активирует режим бега. Управление интуитивное и не вызывает какого-либо дискомфорта. Игра предлагает сетевой многопользовательский режим от 4 до 8 игроков на 6 уникальных картах и 3 режимах. Эти режимы включают Deathmatch, Team Deathmatch и выживание. Игроку дается возможность создавать снаряжение и просматривать своего персонажа в форме человека или химеры. Вы также получаете опыт, совершая различные типы убийств. По мере накопления опыта вы можете покупать оружие для использования в матчах. На старте многопользовательский режим оказался очень глючным, тем не менее Nihilistic в конечном итоге опубликовали обновление, в котором были исправлены многие проблемы с мультиплеером. И в заключении, Resistance Burning Sky — это техническая демонстрация, которая показывает сторонним издателям, что шутеры от первого лица могут быть реализованы на Vita. Это достойный шутер, однако игра кажется пустой, так как в ней всего 6 миссий, которые довольно просты, только сложной частью была финальная битва с боссом. Истории как таковой и нет, только есть прохождение отдельных миссий, которые толком и не затягивают. В целом это хороший шутер с хорошим оружием, но сюжет оставляет желать лучшего.
И немного по скриптум. Достать Виту с полки и заново вкусить прелесть портативного гейминга оказалось не такой плохой идеей. Консоль однозначно была несправедливо забыта, и в первую очередь из-за отсутствия поддержки от Sony и прочих мастодонтов игродела. Vita в 2021 году еще жива и продолжает радовать. Если вы хотите увидеть больше обзоров игр, то подписывайтесь на канал и делитесь видео с друзьями. Спасибо за просмотр и буду рад встретиться с вами в комментариях.